Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из AMU CRM в новую почту. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по сделкам из AMU CRM в другие системы. Например, в новой почте создавать накладные по данным из AMU CRM, обновлять статус и добавлять номер TTN в сделку. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AMU CRM. Теперь необходимо указать действие «Загрузить сделки по статусу новые». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт AMU CRM к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Укажите статус и воронку AMU CRM, из которой будут выгружаться сделки. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Новая почта». Теперь необходимо указать действие «Создать TTN отделение». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт «Новая почта» к системе Apex Drive. Введите API-ключ, который находится в настройках вашего личного кабинета новой почты во вкладке «Безопасность». Скопируйте API-ключ, если он уже есть, или создайте новый. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе создадим еще один блок приема данных для того, чтобы созданные накладные из новой почты передавались в AMU CRM в новом статусе в виде сделок. На этом этапе выбираем систему AMU CRM. Теперь необходимо указать действие «Обновить сделки». На этом этапе необходимо выбрать ранее подключенный аккаунт AMU CRM. Теперь необходимо указать ID сделки, воронку и статус и переменную в поле номер TTN. В данном случае это системные переменные в блоке приема данных.
Сам номер ТТН подгрузится в ваш AMO CRM автоматически. После этого опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные, по которым будут загружаться обновленные сделки. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Переходим в ваш AMO CRM. Теперь необходимо сгенерировать новые данные. Сделку из статуса «Первичный контакт» переносим в статус «Передан в службу доставки». Теперь необходимо подождать 5 минут, пока сработает автообновление системы. По истечению 5 минут проверяем результат. Переходим в кабинет «Новая почта». Здесь мы видим, что создалось 2 накладных по 2 сделкам из AMO CRM. В накладных автоматически создан номер ТТН. Теперь переходим в AMO CRM. Сделки перешли в новый статус «Доставляется», и в них автоматически подгрузился номер ТТН. На этом настройка связи успешно завершена. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!